Что это за конверт? Андрей по-прежнему расслабленно сидел в рабочем кресле, откинувшись на спинку. Он не проникся оживлением матери, забежавшей к нему в кабинет с пунцовым от волнения лицом. Я сделала тест ДНК. Ты только не нервничай. Чего ты сделала? Красавец-мужчина наконец выпрямился и подался вперед, не сводя прищуренных глаз с взволнованной мамы. Андрей знал, что бдительная родительница давно подозревает маленькая Лиза, не его дочь. Пару месяцев назад мама уже предлагала ему собственной персоной отправиться в клинику и сделать экспертизу. Юле не говорить Лизку под мышку, но что она зайдет так далеко, мужчина не догадывался. Вот, открывай конверт. Вся эта история с невестой, свадьбой и родами Лидии Васильевне с самого начала казалась скомканной. Юля, собственно, новоиспеченная невеста, материализовалась будто ниоткуда, как черт из табакерки. Новости сыпались как из рога изобилия. Мы женимся через 3 месяца после знакомства. Свадьба. Лидия Васильевна до последнего надеялась, что бракосочетание не состоится. И вишенка на торте. Мы ждем ребенка, рождается Лиза. Странно это все. Морщив нос, жаловалась подругам Лидия. История-то с душком, чуете, чем пахнет? Да, Лид, любая бы на твоем месте волновалась. Странно, странно, откликнулся эхом хор подруг, кроме одной. А тебе, Лида, какое дело? Во-первых, твой сын, не глупенький, посмотри, какую карьеру сделал всего за 3 года. Во-вторых, сам Андрей-то счастлив, пусть живут, как хотят. Это ты так говоришь, Аделаида, потому что у тебя детей нет, знаешь, как сердце за Андрюшу болит, обманывают его. За 2 года брака Юля так и не понравилась Лиде. Холодная, скрытная, никогда по-женски не откровенничала и ничего не рассказывала об отношениях с мужем. Прошлая девушка Андрея, с которой он встречался еще в институте лет 5 назад, вот та хорошая была. С ней поговорить за рюмкой чая можно было, посекретничать. Правда, потом Андрей вытащил ее из кровати своего знакомого, но все равно душевная была. После того неприглядного инцидента Андрюша с головой ушел в работу и девушек себе не заводил. Лидия Васильевна молилась, чтобы сыну послали добрую красавицу и умницу, чтоб 3 внуков родила, но появилась Юля. А потом Лиза, Лидия сразу поняла, маленькая девочка не из их породы и внешне совсем другая, волосы русые. Хотя симпатичная, и то, что ребенок, чужой, женщина чувствовала на инстинктивном уровне. Но к новому статусу бабушка подошла со всей ответственностью, соблюдала приличия, а вдруг наша все-таки, кто знает. Навещала, играла, помогала, сюсюкала, но ничего не ёкало в сердечке, милый ребенок, но не больше. Однажды, когда сын в очередной раз заехал в гости с пакетами продуктов после работы, Лидия рискнула завести тяжелый разговор. «Ты сейчас не подумай ничего плохого. Мне кажется, только кажется, сразу говорю, что Лиза не твоя дочь. Все, что я вижу и чувствую, говорит об этом. Я понимаю, что беспокоишься, мам». Андрей говорил спокойно и уверенно, но я предлагаю раз и навсегда закрыть тему. Я не требую от тебя, чтобы ты полюбила Лизу или что-то особое там к ней чувствовала. Нет, давай оставим все как есть. Андрюш, я тут подумала, давай все-таки сделаем тест ДНК, и мне, и тебе спокойнее будет. Мне спокойно и так. Это исключено, чтобы и тебе было спокойнее, перестань пытаться кого-то разоблачить. Лидия тихонько поджала губы. Мысленно пообещав себе довести дело до конца, жизнь текла своим чередом. Одним осенним утром Лидия собрала волосы, губы подкрасила, надела элегантное пальто и отправилась в медицинский центр. Объявление в газете говорило, что там можно сделать анализ ДНК на определение родства. Еще заранее по телефону уточнила, устанавливают ли связь бабушка-внучка, любой каприз за ваши деньги. «Я сразу предупреждаю», — говорил врач. «Во-первых, мы можем исследовать только тот материал, который вы нам сами принесете. По закону мы не можем брать анализ без разрешения родителей». «Да-да, я все понимаю, вы плохого не подумайте, просто у нас тут такая ситуация. Не рассказывайте, мы и так все понимаем». Врач с улыбкой переглянулся с медсестрой. «Давайте угадаю. Вы думаете, что невестка родила ребенка не от вашего сына, так? Ой, а откуда вы знаете?» Лидия была удивлена, что ее так быстро раскусили. «Так к нам такие свекрови толпами ходят». Не удержавшись, выкрикнула из-за стола медсестра. «Только они почти и ходят.
И какие результаты? Свои внуки в итоге-то оказываются. Бывают свои, бывают не свои. Это же жизнь, философски подметил врач. А, да, еще результат не несет юридической силы. Если судиться надумаете, надо экспертизу заказывать со сдачей материалов в присутствии специалиста. А это так, исключительно для вашего спокойствия. Дальше врач рассказал, что от Лидии Васильевны потребуется. Женщина почувствовала себя настоящей шпионкой, когда на выходных, улучив удобный момент, сказала девочке: «Открой ротик, сейчас мы поиграем в Айболита». Получив у администратора клиники конверт с результатами, Лидия Васильевна присела на лавочку в парке. Неожиданно для нее самой из глаз потекли слезы, когда руки уже доставали решающую бумагу. С одной стороны, хорошо, если Лиска, Андрюшина, но тогда получится, что я ошибалась и просто так живу все это время в сомнениях. Еще и сыну наговорила всего, Лидия как будто торговалась сама с собой. Но с другой, если я окажусь права, то выведу Юлю на чистую воду, да, Андрей переживать будет, ничего. Лучше один раз переболеть, чем всю жизнь жить в коварном обмане. На белом листе бездушный принтер напечатал: комбинированный индекс родства составляет 0,0016. Результаты генетического анализа свидетельствуют о малой вероятности, что Сергеева Лидия Васильевна является биологической бабушкой ребенка, Сергеевой Елизаветы Андреевны. Вот ты и попалась, лгунья. Лидия Васильевна не смогла сдержать победный клич, прохожие обернулись и смотрели вслед женщине, убегающей по лужам. Лидия смотрела то на сына, то на конверт. «Открой, ты узнаешь правду». Андрей с тем же самым спокойствием, которое уже начинало раздражать маму, небрежно взял конверт и начал рвать его на мелкие кусочки. «Ты что делаешь, сын? Прочти, что там написано». К своему разочарованию женщина увидела, как Андрюша выдвинул ящик стола, достал пепельницу и начал складывать туда клочки бумаги. Жечь, видимо, собирался. А я и так знаю, что там написано. Наконец нарушил молчание Андрей. «Лиза, не твоя. Биологически, не моя, по моему желанию и документам, моя. Я познакомился с Юлей, когда она уже была беременна. В поликлинике, кстати, мы с ней и встретились. Она меня не обманывала и не вводила в заблуждение. Это мой выбор. Тебе я ничего говорить не стал, потому что знал, устроишь трагедию века. И, в конце концов, это дело касается только меня и Юли. Ты меня предал, сынок». Лидия стала медленно оседать на диван. Андрей наконец вышел из-за своего рабочего стола, присел рядом с мамой и обнял. «Мам, смотри, есть два варианта. Или ты сейчас будешь вести себя как карикатурная свекровь из интернета, ставить ультиматумы, рвать волосы Юле, симулировать болезни и другие жалкие фокусы. Я тебя не брошу, конечно, но и манипулировать не получится, или будешь уважать мой выбор. Я взрослый человек, не привожу жену с ребенком в твою квартиру, полностью обеспечиваю себя и свою семью. И вопрос отцовства– та граница, которую тоже устанавливаю только я. Ну вы своего-то хоть заведете?» Тихо всхлипывая, с надеждой в голосе спросила Лидия. Лидия Васильевна выбрала для себя второй вариант. И вот странность. После этой истории, которая без твердости Андрея могла закончиться драматически, отношения свекрови и невестки даже улучшились. Юля призналась, все это время у нее было чувство вины. Она не могла любезничать с Лидией, потому что чувствовала себя обманщицей. Через 2 года Лидия все-таки стала счастливой бабушкой внука, так что каждый остался при своем. О тестах ДНК она и теперь и думать не думает. Как сказала потом подруга Аделаида: прежде чем тыкать людей в правду, убедись, что она им нужна.